Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я покажу, как сделать вот такие милые винтажные новогодние игрушки, лошадку-качалку и миниатюрный декоративный фонарик из картона. Большие декоративные фонари я уже делала раньше, а вот маленький решила сделать впервые. Его высота всего 12 сантиметров. Начнем с фонарика. Рисую на переплетном картоне и вырезаю два прямоугольника шириной 5 и высотой 7,8 см. И два прямоугольника с размерами 4,6 и 7,8 см. Тут учла толщину картона с двух сторон. Это будут боковые стенки фонарика. Из гофрированного картона вырезаю донышко 6 на 6 сантиметров. На деталях боковых стенок намечаю рамочку шириной 7 мм. Ножом вырезаю внутреннюю часть рамки. Собираю фонарик с помощью термоклея. Более узкие стенки вклеиваю внутрь широких. Дно приклеиваю клеем ПВА, чтобы была возможность выровнять фонарик относительно дна. По шаблону, ссылка будет в описании под видео, из переплетного картона вырезаю две детали ножек высотой 9 мм и шириной 6 см. И две детали такой же высоты, но шириной 6,4 см. Приклеиваю их по периметру донышка. Для крышки фонарика намечаю на гофрированном картоне и вырезаю квадрат со сторонами 6,4 см. И два квадрата со сторонами 5 на 5 см. Склеиваю их. Приклеиваю деталь к корпусу фонарика. Делаю два квадрата размерами 3,2 см. Склеиваю их. Из переплетного картона вырезаю квадрат 4,2 см. Приклеиваю все на крышку фонарика. Вырезаю две полоски шириной 9 мм и длиной 2,6 см. И две полоски шириной 9 мм и длиной 2,4 см. Из них я буду делать завершающую конструкцию крышки фонарика. Склеиваю полоски друг с другом и приклеиваю на крышку. Посередине каждой стороны карандашом намечаю точки. Делаю по ним шилом отверстия. Из проволоки сделала ручку фонарику. Вставляю ее концы в отверстия и закрепляю клеем. Сверху приклеиваю подходящую по размеру крышечку. Обклеиваю фонарик салфетками с клеем ПВА. Из тонкого картона вырезаю 4 прямоугольника. Два из них высотой 7,8 см на 4 см и два 7,8 см на 4,5 см. Подготовила вот такой шаблон сетки орнамента. Отмечаю середину прямоугольника.
Сейчас буду делать вот такие декоративные решетки фонарика. Мне показалось, что картон слишком тонкий и будет гнуться, поэтому я решила приклеить еще один слой картона. У решетки рамочки сбоку 3 мм шириной, снизу и сверху по 6 мм. Внутри рисую по шаблону орнамент, отступая снизу и сверху от внутреннего края рамочки до края декоративного цветочка решетки по 9 мм. Потом по факту решила для красоты пару миллиметров сверху и снизу отрезать, чтобы рамочка не совпадала со стенками фонарика, а была немного меньше. Ножом и в сложных местах маникюрными ножницами аккуратно вырезаю узор. Рамочки готовы, поэтому приклеиваю их к боковым стенкам фонарика. Не забываем, что есть стенки пошире и поуже. Также и с рамочками с орнаментом, главное не перепутать. Изначально у меня была идея сделать фонарик бутафорским, без свечки, ведь это игрушка на елку. Но потом решила все же заморочиться. Поэтому отмечаю на дне фонарика диаметр свечки и рисую квадрат соответствующего размера. Вырезаю ножом дверцу. Торцы вырезанного отверстия обклеиваю салфетками с клеем, так как они будут видны при открывании дверцы. На дверцу приклеиваю кусочек тесьмы, загнутый в виде петельки. С помощью молдов от арт-студии «Просвет» и самозатвердевающей массы делаю декор для фонарика. Ссылку на молды, используемые в этой работе, я оставлю под видео в описании. Приклеиваю декор по краям боковых стенок фонарика. Еще одним вариантом декоративного бордюра украшаю торец крышки фонарика. Фонарик готов, можно приступать к его покраске. Покрываю весь фонарик матовой акриловой коричневой краской, если точнее, цветом какао. В таком цвете, кстати, кажется, что он сделан из дерева. Хотя изначально подумывала покрасить фонарик в белый цвет. Дно фонарика, дверцу и внутреннюю часть также прокрашиваю коричневой краской. Смешиваю кремовую краску с белой и полученным оттенком методом сухой кисти прохожусь по декоративным элементам.
Продолжая сухой кистью и кремовым цветом слегка покрывать весь фонарик, выделяя края и грани. Цветом поярче делаю акценты на фонарике. Ну и немножко беленького. Вот такой прелестный фонарик миниатюра у меня получился. Надеюсь, что он и вам понравился. Ну и теперь начнем делать своими руками лошадку-качалку. Нарисовала эскиз лошадки и вырезаю его для шаблона. На переплетном картоне рисую и вырезаю по шаблону 2 фигурки. Ссылка на шаблон под видео в описании. Прохожусь по краям лошадок мелкой шкуркой. Пока отрезаю ножки лошадок от туловища. Склеиваю 2 детали тела лошадок. Можно было сделать плоскую фигурку лошадки и качалку, но я захотела сделать именно объемную лошадку, которую можно не только повесить на елку, но и поставить. Вырезаю квадрат 2 на 2 сантиметра. Это будет площадочка, скрепляющая качалки между собой. Вклеиваю ее термоклеем посередине между качалок. Снизу делаю точно так же. Из фольги формирую объем туловища, сминая ее. Постепенно приклеивая на картон. Слой фольги не делаем толстым, так как сверху будет еще слой самозатвердевающей массы. Объем туловища из фольги делаю с 2 сторон лошадки. Ножки лошадки решила немного сделать потолще. Для этого вырезаю дополнительно по одной детали каждой ноги из переплетного картона. Приклеиваю ножки к внутренней части. Теперь подклеиваю туловище лошадки к ножкам с качалкой. Из самозатвердевающей массы формирую ножки лошадки, сверяя форму по шаблону и приклеиваю их. Покрываю массой всю оставшуюся поверхность туловища, делая некоторые места более объемными. Мастихином выравниваю поверхность. В гриве делаю волнистый край.
формирую и приклеиваю ушки. На хвосте зубочисткой делаю имитацию волос. Выделяю гриву и прорезаю ротик. Делаю седло из массы. Салфетками обклеиваю места соединения ножек из массы с картоном. Возможно, это лишнее, так как впоследствии я буду эти места еще и замазывать самозатвердевающей массой. Декорирую подставку-качалку элементами, сделанными с помощью молда арт-студии Просвет. Делаю дырочку в верхней части лошадки посередине. Вставляю туда на клей джутовую веревочку-петельку. Закрываю массой стык двух половинок лошадки, придавая ему ровную монолитную форму. Можно было это сделать и шпатлевкой. На челочке и хвостике прорисовываю шерсть. Вместо самозатвердевающей массы можно использовать любые другие самодельные массы, более легкие. Животик с нижней стороны обклеиваю салфетками с клеем. После высыхания зашкуриваю всю лошадку мелкой шкуркой для выравнивания поверхности. Из веревочек скручиваю жгутик и делаю им окантовку седла. Покрываю лошадку, кроме качалки из седла, акриловой краской цвета какао. Зефирно-розовым цветом крашу подставку-качалку. Нежно-сиреневой краской покрываю седло. Жгутик вокруг седла раскрашиваю розовой краской. Жидкой коричневой краской покрываю декор на качалке. И тут же, не дожидаясь высыхания, стираю лишние влажные салфетки. Таким образом придаю качалке винтажный состаренный вид. То же самое проделываю и с жгутиком на седле. С помощью 4 видов краски – охра, красный, желтый и белый – имитирую цвет печеньки. Хочу сделать лошадку еще и немного пряничной. Сухой кистью и полученным цветом прохожусь по хвосту и гриве лошадки.
также цветом печенья покрываю слегка и всю лошадку. Добавляю немного белого цвета. Выделяю цветом гриву и хвост. Рисую подпругу у седла розовым цветом и декорирую контуром. Копытце решила сделать белым цветом. Края подпруги делаю белым контуром. Мне показалось, что копытца получились грубоваты, поэтому делаю верхний край ажурным. Продолжаю придавать качалке состаренный вид. Рисую часть подпруги на задней части лошадки. Розовым рисую сбрую. Декорирую все контуром. Намечаю карандашом на седле сеточку и прорисовываю ее белым контуром. Темно-коричневой краской рисую кольца на сбруе. Рисую ноздри и глазки.
приклеивая ниточку из бусинок на морду и туловище лошадки, имитируя уздечку. Продавливаю немного шилом фактуру на гриве лошади. Мне показалось, что она плохо просматривалась. Моя лошадка готова прыгнуть на елку. Друзья, я очень надеюсь, что смогла порадовать вас своими работами и создать волшебную новогоднюю атмосферу. Думаю, такие игрушки прекрасно украсят вашу елочку или будут замечательным декором для дома. Любую из них, сделав своими руками, будет не стыдно подарить друзьям или близким. Напишите, какая из игрушек вам больше понравилась. Ставьте лайки, а кто не подписался, обязательно подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить мое новое видео. Желаю всем прекрасного праздничного настроения и удачи! Всем пока-пока!